Канал Валерия Табакова представляет «Недопустимость видеодоказательств в деле Зинченко. Анализ заседания от 28 мая 2025 года». Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня мы погрузимся в анализ судебного заседания от 28 мая 2025 года по делу об обвинении Вячеслава Зинченко в убийстве Ирины Фарион. Это громкое дело, которое вызывает массу вопросов. Мы разберем, что происходило в суде, какие видеодоказательства представила сторона обвинения и почему. На мой взгляд, эти видео не могут быть приняты судом. Мы поговорим о законности съемки, релевантности записей и проблемах с их идентификацией. Готовы? Тогда начнем. На судебном заседании 28 мая 2025 года стороны занимались просмотром видеоматериалов, представленных стороной обвинения. Эти видеозаписи охватывают период с 12 июля по 14 июля 2024 года и по утверждению стороны обвинения показывают Вячеслава Зинченко, перемещающегося по городу Львову, заходящего в арендованные квартиры, выходящего из них, делающего покупки в супермаркетах. Но ключевой вопрос: насколько эти видео законны? И имеют ли они отношение к делу об убийстве Ирины Фарион? Давайте разбираться по порядку. Что мы видим на этих видео? Лицо, которое сторона обвинения идентифицирует как Вячеслава Зинченко, перемещается по улицам Львова, заходит в супермаркеты, совершает покупки, появляется у арендованных квартир. Единственное видео, которое теоретически может быть связано с делом, это запись с камеры на 4-м этаже дома по улице Масарика 3. Эта камера фиксировала события с 10 часов 7 минут до 12 часов 23 минут 12 июля 2024 года. На записи видно человека в панамке и очках, который сидит во дворе, якобы наблюдая за подъездом, где проживала Ирина Фарион. Но, друзья, есть важный нюанс. Эта камера была выключена за 15 минут до убийства и включена только через полчаса после. Это вызывает серьезные вопросы о ее релевантности. Кроме того, есть проблемы с датировкой и идентификацией, о чем я расскажу дальше. Начнем с видео с камеры на Масарика 3. Прокурор Данилев зачитала протокол осмотра, утверждая, что видео датировано 12 июля 2024 года. Однако название файла, с которого воспроизводится запись, 09.07.2024, указывает не на 12 июля, а на 9 июля 2024 года. В материалах дела есть протокол допроса владельца камеры, который подтверждает, что дата и время
отображаемые на видео, не соответствуют реальным. Это означает, что с вероятностью 99,996% запись сделана не 12 июля, как утверждает обвинение, а 9 июля 2024 года с 10 часов 7 минут до 12 часов 23 минут. Почему, друзья, это критично? Другие видеозаписи показывают, что Зинченко прибыл во Львов 9 июля 2024 года в 15:30. Если видео с Масарика-3 снято 9 июля утром, то человек в панамке и очках, сидящий во дворе, не мог быть Зинченко, так как он физически еще не находился во Львове в это время. Это, друзья, ставит под сомнение идентификацию, которую проводит обвинение. Адвокат Зинченко Немировский обратил внимание на еще одну несостыковку. На видео от 11 июля 2024 года в 10 часов 10 минут человек, которого обвинение считает Зинченко, находится на Масарика-3. Но уже в 10 часов 12 минут, то есть через 2 минуты, он якобы появляется на улице Варшавской, 64. Это, друзья, физически невозможно, так как кратчайший путь между этими точками занимает минимум 25 минут, даже если проделывать этот путь бегом. Следствие объясняет это несоответствием времени на камерах реальному времени. Но если время и дата ненадежны, то видео теряет доказательную силу. Из этого вывод: неправильная датировка, например, файл под названием 09.07.2024 вместо 12 июля и несоответствие времени на камерах подрывают достоверность доказательств. Защита должна требовать подтверждения от владельца камеры, почему файл называется 09.07.2024, а на видео указана дата 12 июля. Теперь к ключевому вопросу. Законность получения этих видеозаписей. Согласно украинскому законодательству, съемка физического лица регулируется следующими нормами. Статья 307 Гражданского кодекса Украины. Видеосъемка допускается только с согласия лица, за исключением публичных мест, где нет ожидания конфиденциальности. Статья 301 Гражданского кодекса Украины гарантирует право на неприкосновенность частной жизни. Статья 32 Конституции Украины запрещает вмешательство в личную жизнь без законных оснований. Статья 182 Уголовного кодекса Украины. Незаконный сбор, хранение или использование конфиденциальной информации наказывается штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы до 3 лет. Статья 246 Уголовного процессуального кодекса Украины наблюдение, включая видеосъемку, вторгающиеся в частную жизнь, требует постановления суда. В данном случае нет согласия Зинченко.
Зинченко не давал ни устного, ни письменного согласия на съемку. Это делает все видеозаписи, снятые в частных или полупубличных местах у жилья, в супермаркете, если не камеры это магазина, незаконными. Нет постановления суда. Подтверждено, что судебного разрешения на наблюдение за Зинченко не было. Согласно статье 246 Уголовно-процессуального кодекса, скрытая съемка или наблюдение в зонах, где человек ожидает конфиденциальности, например, у арендованного жилья, без постановления суда является незаконным. И контекст съемки. Съемка в публичных местах на улицах Львова может быть законной, если велась открыто и не нарушала права Зинченко, но скрытая съемка или слежка, что мы на самом деле наблюдаем, без судебного разрешения, это нарушение. Супермаркет. Видео с камер магазина может быть законным, если есть уведомление о видеонаблюдении, табличка на входе. Однако съемка третьим лицом без согласия Зинченко – нарушение. У арендованного жилья. Это зона повышенной конфиденциальности. Съемка здесь без согласия и без постановления суда – явное нарушение статьи 32 Конституции Украины и статьи 301 Гражданского кодекса Украины. Согласно статье 87 Уголовно-процессуального кодекса Украины, доказательства, полученные с нарушением закона, являются недопустимыми. Видео, снятые без согласия Зинченко и без судебного разрешения, особенно в частных зонах, должны быть исключены из материалов дела. Аргумент – отсутствие согласия Зинченко и постановление суда делает эти видеозаписи незаконно полученными, что исключает их использование в суде в качестве доказательств. Кроме незаконности, эти видеозаписи не имеют отношения к делу. Согласно статьям 84 и 85 Уголовно-процессуального кодекса, доказательства должны быть относимыми и достаточными для установления обстоятельств дела. Однако, видео с перемещениями по городу, покупками в супермаркете и у арендованного жилья не связаны с моментом, местом или обстоятельствами убийства Ирины Фарион. Единственное потенциально релевантное видео с камеры на Масарика-3, но она не фиксирует момент преступления, так как эта камера была выключена за 15 минут до убийства и включена через полчаса после него. Более того, из-за ошибок с датировкой 9 июля вместо 12 июля оно не подтверждает присутствие Зинченко в момент совершения преступления на месте преступления. Верховный суд Украины неоднократно указывал, что доказательства, не связанные с предметом обвинения, не могут использоваться для обоснования вины, если видео не фиксирует момент убийства или подготовку к нему, оно не имеет доказательной ценности. Аргумент: видео не относится к моменту совершения преступления, а значит, являются нерелевантными и должны быть отклонены судом. Сторона обвинения утверждает, что на всех видеозаписях зафиксирован Зинченко.
но есть серьезные проблемы с идентификацией. Портретная экспертиза проводилась только для одного снимка – человека в панамке и очках, сидящего во дворе на Масарика-3. И датирована эта экспертиза 5 августа 2024 года, а сам снимок сделан 16 июля 2024 года примерно в 11 часов. Протокол осмотра видео составлен позже, 29 октября 2024 года. Это значит, что в момент составления протокола обвинение не могло законно утверждать, что на видео именно Зинченко. Экспертиза не проводилась для других видеозаписей, то есть для записей, где зафиксированы перемещения по городу, супермаркет, жилье, все то, что просматривалось 28 мая 2025 года в суде. Утверждения обвинения, что это Зинченко, не подтверждены. Судья потребовал, чтобы обвинение перестало называть лицо на видео Зинченко, а использовало формулировку «лицо, которое обвинение считает идентифицированным как Зинченко». Это подтверждает отсутствие доказанной идентификации. Защита Зинченко указала, что на видео зафиксированы несколько разных лиц. Один в кепке, другой с шевелюрой, третий вообще неизвестный. Обвинение пытается представить всех как Зинченко, что выглядит как намеренное введение суда в заблуждение. Аргумент отсутствия экспертизы, идентификации видео и попытка обвинения представить разных людей как Зинченко указывают на манипуляции и подрывают достоверность доказательств. Посылка на новой почте. На видео от 9 июля 2024 года в 10:39 якобы Зинченко получает посылку на новой почте. Но Зинченко прибыл во Львов только в 15:30 того же дня, что делает невозможным его присутствие в 10:39 во Львове. Это еще одно доказательство путаницы с датами и идентификацией. Слежка или перемещение. Свидетели утверждают, что человек в панамке и очках постоянно сидел во дворе на Масарика-3, наблюдая за подъездом Фарион. Однако видео показывает, что лицо, идентифицируемое обвинением как Зинченко, активно перемещается по городу. В 10:00 он дома, в 11:00 в магазине, в 13:00 снова дома. Невозможно одновременно вести постоянную слежку и перемещаться по городу. Это подтверждает, что человек во дворе на Масарика-3 и человек, перемещающийся по Львову, разные люди. И отсутствие Фарион на видео. Если обвинение утверждает, что Зинченко следил за Фарион, на видео должна быть зафиксирована сама Фарион, но ее нет ни на одной записи. Утверждать, что перемещения по городу были слежкой за Фарион, бездоказательно. Слежка за человеком не проводится так, чтобы он не появлялся в кадре. Аргумент несостыковки с датами, невозможность одновременной слежки и перемещений по городу, а также отсутствие Фарион на видео делают доказательства обвинения несостоятельными. Друзья, подведем итоги. Видеозаписи, представленные стороной обвинения в деле Зинченко,
недопустимы по нескольким причинам. Первое. Незаконность получения. Нет согласия Зинченко на съемку. Нет постановления суда на наблюдение. Статья 246 УПК. Съемка в частных зонах, у жилья, в супермаркете, если это не камеры магазина, нарушает статьи 301 и 307 Гражданского кодекса Украины, статью 32 Конституции и статью 182 Уголовного кодекса Украины. Согласно статье 87 Уголовно-процессуального кодекса, такие доказательства недопустимы. Вторая. Нерелевантность. Видео не связаны с моментом совершения преступления, так как не фиксирует убийство или подготовку к нему. Камера на Масарика-3 была выключена во время убийства, а остальные записи не имеют отношения к делу. Статьи 84-85 Уголовно-процессуального кодекса. Третье. Ошибки с датировкой и идентификацией. Название файла 09.07.2024 указывает на 9 июля, а не на 12 июля. А экспертиза идентификации проводилась только для одного снимка. Утверждение, обвинение о том, что на всех видео Зинченко ничем не подтверждены. Четвертое. Введение суда в заблуждение. Обвинение пытается представить разные лица как Зинченко и игнорирует несостыковки с датами и временем, что выглядит как манипуляция. Друзья, завтра, 5 июля 2025 года, состоится очередное заседание, где будут просматриваться новые видео, включая, возможно, и запись от 16 июля 2024 года. Интересно, будет ли на этих видео лицо, которое обвинение идентифицирует как Зинченко? Будет ли это лицо перемещаться по городу или находиться вблизи арендованной квартиры? То, что это лицо обычно делает в период с 11 до 13 часов, а в то же время на лавке на Масарика-3 был зафиксирован человек в панамке и очках, которого обвинение также идентифицирует как Зинченко. Если такая несостыковка подтвердится, это станет еще одним доказательством того, что обвинение пытается выдать разных людей за одного, что недопустимо. Мы ожидаем, что эти видео также будут получены незаконно и не будут иметь отношения к делу. Защита Зинченко должна подать ходатайство об исключении всех этих видеозаписей на статьи 87, 84, 85 и 246 Уголовно-процессуального кодекса, а также на нарушение права на частную жизнь. Если, друзья, у вас есть вопросы или вы хотите обсудить это дело, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, распространяйте, донатьте и до новых встреч. Реквизиты в первом закрепленном под видео комментарии. С вами был юрист Валерий Табаков.